старые давние времена, когда люди писали гусиным пером, а бумагу покупали за границей, наши предки, так же как и мы, судились, нанимались, платили налоги. И все эти мероприятия не обходились без составления документов, фиксирующих те или иные акты. В процессе этого делопроизводства было создано огромное количество документов, из которых до наших дней дошли лишь жалкие остатки. В эпоху Московского царства с середины XVI до начала XVIII века центральными учреждениями, где велись основные государственные дела, были приказы. Во главе приказа стоял боярин или дворянин, а всю канцелярскую работу осуществляли дьяки и подьячие. Приказов было так много, что историки до сих пор не могут выяснить, сколько их было на самом деле и чем они занимались. Основными приказами были разрядный, посольский и поместный. Важными приказами были казенный, четвертные приказы, стрелецкий, пушкарский, иноземский, аптекарский, ямской, приказ Казанского дворца и другие. Документы в XVII веке делились на три вида – книги, столбцы и грамоты. Основная часть делопроизводства велась в столбцовой форме. Лист столбца – это узкая полоска бумаги шириной до 15 см, а длиной не более 40. Каждый документ подклеивался к предыдущему. В сумме столбец представлял собой многометровый рулон бумаги, который ставился в ящик для хранения. В таком положении он напоминал короткий столбик, от чего и получил свое название. При необходимости рулон раскручивался до нахождения нужного документа. Это было очень неудобно. Ко всему прочему, начальная часть столбца чаще всего разрушалась. При Петре I столбцы были упразднены, но память о периоде, когда господствовала столбцовая форма делопроизводства, сохранилась в употреблении в российском обществе первой половины XIX века термина «столбовые дворяне». Это дворяне, имена которых написаны в столбцах. Так старое дворянство ограждало себя от новоиспеченного.